Итак, всем привет! Мы поговорим на тему макбуков. Я отвечу на комментарии, которые получил. Какой макбук купить? Вот на этот комментарий. Какой макбук купить в 2022 году? Поехали мы. Переместимся вот сюда и посмотрим. Ну вот первое, что хотелось бы сказать, смотрите, исходя из своего бюджета, то есть сколько у вас денег, сколько вы можете позволить себе потратить и для чего вам Mac. Вы аранжировщик, звукорежиссер, фотограф, я не знаю, делаете крутой монтаж, вам нужен для крутого монтажа компьютер. Вы видеоблогер. Вы работаете на YouTube. То есть вам нужно первым делом понять, для чего вам компьютер Mac. Компьютеры Mac не созданы для игр. Хотя игры здесь есть. Можно играть на виртуальной машине с помощью Windows. Реальность такова, что Windows не поддерживается на чипах Apple. Intel рассматривать я не вижу смысла, потому что идет переход на чипы собственного производства. Mac Studio мы тоже не будем рассматривать, это настольное решение. Про настольное решение я, наверное, поговорю с вами в другом ролике. Просто чтобы было для коллекции. Мы будем рассматривать макбуки. Именно макбуки, начиная с M1, заканчивая M2. У нас выходили прошки на M2 и эйры на M2, а также на M1 прошки и эйры. M1 Pro, M1 Max, вот это все выходило. У меня вот этот компьютер, 14 дюймов 2021. Чип у меня M1 Pro. Изначально я хотел брать MacBook Pro 13 M1. Прошел годик, я решил, что прошла осенняя презентация Apple, конечно же. Это самая лучшая презентация, которую я видел. Я не говорю сейчас про весеннюю презентацию 2022, где показали Mac Studio, M1 Ultra и прочие радости. Я говорю про ту презентацию, посвященную вот этим двум компьютерам. Изначально я хотел брать M1 обычный, то есть здесь у нас M1 13 дюймов, 8 ядер, 16 гигабайт объединенной памяти, ну и на 1 терабайт вот я хотел брать себе SSD. Touch Bar, соответственно, и Touch ID. Но прошла презентация, и после презентации я хотел брать 16-дюймовый MacBook Pro 2021 года на M1 Max в максимальной конфигурации, но он оказался слишком дорогой, и я решил взять вот этот. То есть у меня 14 дюймов, M1 Pro, чип 10-ядерный. Вот это начальная конфигурация 10-ядерная. Отдал я за него 2635. Это в долларах на тот момент. Сейчас он, конечно, уже дешевле стоит. Пользуюсь я макбуком уже второй месяц. 2 месяца назад он стоил 2635. У меня 512 гигабайт SSD и 16 гигабайт оперативной памяти, то есть вот. В принципе, этого хватает. Этого хватает на все задачи. Единственное, что хочу сказать, не хватает, SSD. SSD я рекомендую брать на 2 терабайта и выше. Так какой же взять? Давайте посмотрим. Первое, мы отталкиваемся от цены и для чего нам компьютер. Сначала мы посмотрим прошки. Если у вас не было макбука ни разу, то есть ни разу вы не были знакомы с макбуками, то я вам порекомендую взять новый 13-дюймовый MacBook Pro на M2. M1, видимо, убрали с продажи. $1299. Давайте нажмем Select. Сайт этот американский. В России не знаю, сколько будет стоить. В России сейчас недоступна техника Apple. Есть, конечно, импортеры, которые импортируют, но это черный импорт, мне кажется. Самое важное, на что стоит обратить внимание, это Unfiled Memory от 16 и выше берем.
И SSD берем, вот тут максимум 2 терабайта, ну и все. Вот это вот идеальный вариант для работы, для всего. Можно взять 1 терабайт. Это вот за глаза. Если у вас не было ни разу компьютера Mac, Intel брать не рекомендую, они еще дороже. Да и смысл, если Apple урезает, скажем так, компьютеры Mac на Intel. Вы посмотрите на новую систему macOS Ventura. Там MacBook от 2017 года поддерживаются и выше. Значит, либо Pro на M2, либо Air на M1. Вышел, конечно, Air на M2, давайте сравним. Вот это в базовой версии. А что у нас в базовой версии здесь? 7-ядерный графический процессор. Ну, стоит он ровно $1000. Без учета налога. Ну вот мы поставим сюда SSD 1 терабайт и памяти 16. И получится 1500 за ноутбук. Air отличный вариант на M1 для работы, для монтажа. Да, вышел M2, но для работы отличная машина. Я изначально хотел Pro, мне Air казался, ну, такая печатная машинка, однако нет. Этот тоже способен удивить. То есть, либо делаем себе Air, вот в такой конфигурации, 1 терабайт SSD и 16 гигабайт объединенной памяти на M1, либо Pro на M2. Ну вот тоже можно Air на M2 взять, он будет более производительный. Взять его, конечно же, в синем цвете, это будет, наверное, ажиотаж на этот цвет, он новый совсем этот цвет. В общем, подведем итоги. Либо Air на M2, вот в такой конфигурации, либо Pro на M2, либо Air на M1. Air на M1 тоже отличная машина, она еще в продаже. И обойдется на $400 дешевле, чем Air на M2. И вы знаете, для чего покупать MacBook, для чего он вам нужен. То берем Air на M2. Отличная машина. Сконфигурировать можете ее как хотите. Самым лучшим вариантом, это мы говорили про начальный уровень, скажем так, начальный уровень вхождения в мир макбуков. Если у вас есть MacBook Pro на M1, то, если честно, в обновлении я не вижу смысла. Это тот же MacBook Pro, только с новым чипом и улучшенными характеристиками. Самым лучшим вариантом для покупки MacBook, если у вас есть деньги, будет MacBook Pro 14 дюймов, вот в такой вот конфигурации за 2500. Либо M1 Max. Начальный уровень это Pro на M2, Air на M2, либо Air на M1. А самый лучший вариант вот этот вот, который я и взял. Только у меня здесь 16 гигабайт unfiled memory. SSD, правда, берем на 2 терабайта. Вот это самый лучший вариант. А начальный уровень можно взять Air на M1, можно на M2, можно Pro на M2. Если хочется новый дизайн, берем Air на M2 и радуемся жизни. Главное смотреть, чтобы SSD был не менее 2 терабайт. Потому что памяти очень мало, очень мало памяти. У меня на 512 SSD. И вот у меня, смотрите, уже заканчивается. У меня здесь куча виртуальных машин. Вот. И они все занимают место. Чтобы снимать ролики по Windows 11, я держу здесь на MacBook кучу виртуальных машин, кучу систем. Ну, на 100 гигабайт. Этого очень мало на самом деле. Я, скорее всего, буду менять свой MacBook чуть попозже в будущем. Именно из-за SSD. Так меня все устраивает. В этом ролике я выразил чисто свое мнение. Прислушиваться или нет, решать каждому из вас. У каждого из вас свой выбор. Но самое главное, вы должны знать, зачем вам MacBook, для каких задач. И готовы ли вы заплатить деньги. Потому что хорошее всегда стоит больших денег. Спасибо за просмотр, лайк, подписка, комментарии. Увидимся в новых видеороликах.